Друзья, всем привет! Вы на канале Rustories, где мы изучаем русский язык по коротким историям. Для того, чтобы вам было легче понять рассказ, справа на экране появится русский текст, а в субтитрах YouTube можно посмотреть перевод на английский, немецкий и испанский языки. Сегодня снова криминальная хроника. Итак, поехали. Недавно московская полиция задержала довольно необычного мошенника. Подозреваемый, гражданин Камеруна, выманил у москвича 23 тысячи долларов. Камерунец общался с москвичом через чат и убедил его, что он волшебник, который может превратить обычную черную бумагу в настоящие доллары США. По словам официального представителя МВД, потерпевший обратился с заявлением в полицию. Он заявил, что его обманул черный маг, который пообещал превратить обычную черную бумагу в настоящие деньги. Предварительное расследование показало, что злоумышленник общался с потерпевшим в одном из мессенджеров, рассказывая, как можно легко приумножить накопление. В доказательство своих слов он продемонстрировал видео. На этом видео он берет куски черной бумаги и начинает мыть их в чашке с водой, бормоча заклятия и вращая глазами. Видно, как черные листы бумаги постепенно светлеют. На их фоне начинает проступать портрет Бенджамина Франклина. И вот, через 5 минут на видео вместо нарезанной черной бумаги появляются доллары США. Полиция Москвы раскрыла секрет трюка. Он был прост. Мошенник покрывал несколько банкнот черной краской, а затем смывал краску во время съемок. Это и создавало впечатление, что банкноты каким-то образом материализовались, пояснили в полиции. Поверив в магию, предприимчивый москвич решил быстро разбогатеть и за небольшое вознаграждение один обычный доллар к 10 волшебным попросил мага помочь ему в этом. Перед встречей с жертвой волшебник нарезал большое количество листов черной бумаги. Во время встречи он вручил их своему клиенту, пообещав, что краска исчезнет в течение 40 минут, а на их месте появятся настоящие купюры. Взамен он взял более 23 тысяч долларов США, причитает потерпевший. Вскоре потерпевший понял, что стал жертвой дерзкой аферы. Он сообщил о случившемся в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». В итоге полицейские разыскали иностранного мошенника и задержали его. В настоящее время камерунский волшебник содержится под стражей. Он, тем не менее, продолжает настаивать на своих необычных способностях.
В качестве доказательства он утверждает, что растворил деньги москвича в воздухе. Полиция признает, что так и не сумела обнаружить 23 тысячи долларов, чтобы вернуть их пострадавшему. Представитель полиции заявил, что этот случай послужит уроком доверчивому гражданину. Он должен понять, как важно быть бдительным и осторожным с незнакомцами, обещающим легкие деньги. Москвич не очень доволен результатом. Он надеялся, что полиция вернет ему его деньги. Но денег, похоже, нет и не будет. К тому же камерунский волшебник торжественно пообещал проклясть москвича и наслать на него чуму, песочную бурю и саранчу. Вот такая мистическая история сегодня. Интересно, куда же все-таки делись настоящие доллары? Может быть, у этой истории будет вторая серия с новыми захватывающими подробностями. А я пока хотел бы остановиться на одном интересном слове из сегодняшнего рассказа. Давайте немного поговорим про слово «мошенничество». Что оно означает и в чем его особенность. В русском языке есть много слов, обозначающих незаконное присвоение чужого имущества. Например, ограбление. Это открытое вооруженное хищение чужого имущества. Например, ограбление банка, когда грабители врываются в банк в масках и с пистолетами и требуют отдать им мешки с деньгами. Или когда разбойники на лошадях догоняют, останавливают и грабят поезд, как в американских фильмах про Дикий Запад. Еще в русском языке есть слово «кража». Оно обозначает тайное хищение чужого имущества. То есть жертва кражи в момент совершения преступления не знает, что у нее что-то воруют. Например, в метро вор-карманник вытаскивает кошелек из сумочки девушки, которая в этот момент смотрит ролик в ТикТоке. И вот мы добрались до сегодняшнего слова «мошенничество». Это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. То есть мошенник убеждает жертву добровольно отдать ему деньги. И, как ни странно, это одно из самых распространенных преступлений в наше время. То есть грабеж и кражи зачастую не требуются. Люди сами отдают деньги мошенникам. Камерунский волшебник не даст соврать. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!